Привет! Давно не виделись с прошлого понедельника. В прошлых видео я вам рассказывал о своих топ-5 советах, которые я считаю, что нужно учитывать, когда вы сводите материал. И делали мы это на немецком мультитреке. Достаточно интересный мультитрек, потому что там используется и хор, и солисты, и, в общем, достаточно интересно. Поскольку мы там практически я все собрал по ритм-секции, остался какой-то минимальный музыкальный баланс нам собрать. И дальше я предлагаю перейти к обработке вокала. Мы начнем с лид-вокала, потом сделаем ближний план, потом сделаем хор, дальний план. И каждую эту группу мы будем обрабатывать и обсуждать, как, собственно, это делать. Немножко напомню вам про мультитрек. Выглядит он вот так. Ну, по сути, что тут? Ритм-секция, ударный бас, фортепиано, акустическая гитара и еще много-много всяких разных гитар. Это мы разобрали в прошлом видео. А сегодня давайте попробуем доделать баланс. Я говорил, что большую часть микса я делаю в моно на одном мониторе. Сейчас я сделаю режим моно на один монитор, и мы с вами проверим, что у нас не так по музыкальному балансу. Ну, понятно, да? У нас солирующие треугольники и солирующая перкуссия. Значит, перкашн, ну, минус 10. И проверяем. Мало. Посмотрим, как она будет себя вести на минус 20. Ага, хорошо, да. Остался чемис, вот эта дорожка, у нас теперь она торчит. Тоже на минус 10. Так, это у нас кик такой, да? Кик с FX. Да. Кик с FX не громко, вроде бы нормально. Где у нас реверсивная тарелка? Ревнойс. Реверсивная тарелка, она, наверное, в ударных. Да, мы ее уже делали, вот она. Ну, ее немного. Ну, можно минус 3. Ну да, она же не должна быть громче крэш. Минус 6. А крэш? Крэш можно плюс 2. Она стоит на минус. Так, хорошо. Что у нас еще осталось? Ревнойс. Послушаем, как звучит ревнойс.
Многовато. Очень многие увлекаются шумовыми эффектами так, что потом они начинают солировать. А они все-таки это же дальний план, это эффекты. И вот здесь что у нас, посмотрим. Так, вот этот такой, значит, звучок. Минус 10. Blade. Blade нормально. Ну, может, чуть-чуть его прибавим. Минус 7. Крэш по виду теперь многовато. Я ее прибавил на 2 дБ, думаю, я это зря сделал. Вернем ее обратно. Надо понимать, что это предварительный баланс, предварительный музыкальный баланс, для того, чтобы мы могли нормально работать с вокалом. Да? Поэтому все равно это будет черновой, и на финальном миксе он весь будет поправляться. Да? Поэтому сейчас нам этого, в принципе, достаточно. У нас мы все инструменты мы прослушиваем в моно на одном мониторе. На всякий случай напомню, фортепиано мы слышим, гитары слышим, хэт слышим, рабочий слышим, бас слышим, бочка, соответственно, тоже, и все остальные эффекты, они тоже прослушиваются. Ну, вполне возможно, что есть смысл прибавить немножко акустическую гитару. Делаем фоно -1, а гитару +2. Оно и так у нас 2. Ну, давайте, да, 4. И... Фоно еще -1. Ну вот, на этом все. И теперь давайте переходим к вокалу. Лид-вокал. Лид-вокал у нас две дорожки. Первый основной лид и спетый к нему дабл. Я чуть-чуть подтюнил лид-вокал основной, куплетную версию. И давайте сейчас попробуем его вписать в этот микс. Вот так он выглядит. Überall, wohin ich sehe, sind die Narben von der Suche nach dem Weg, auf der Jagd nach mehr und noch viel mehr. Tragen wir die Fragen vor uns her. Ну, в данном случае я сделаю такое решение. Я создам дополнительный групповой трек для лид-вокала, и там у меня будет и лид, и дабл. В том миксе, который есть у нас сейчас, дабл-трек совершенно очевиден. То есть он прямо звучит на том же уровне, на той же громкости, что и основной вокал. Wohin ich sehe, sind die Narben von der Suche nach dem Weg. Ну, как правило, дабл-трек звучит на 5-7 дБ тише основного лида. Делаем ему -5
И потом сделаем корректировку в случае необходимости. wohin ich seh. Ну вот он спрятался теперь. Von der Suche nach dem Weg. Теперь у нас инструменты, они в принципе все немножко уже отдалены, да? А вокал у нас записан с вами с расстояния 10 сантиметров. Вот так вот прямо in your face, в лоб. Он так и звучит. Поэтому первое, что нам нужно сделать, нам нужно его отдалить. Для этого мы воспользуемся эквалайзером. Возьмем, ну, давайте, допустим, да, Pro Q3. Von der Suche nach dem Weg. Auf der Jagd nach mehr und noch viel mehr. Первое, что мы сделаем, мы подрежем ему низ. Ну, вот примерно так. От 127 Гц, ну, на 20 дБ. Это достаточно круто и достаточно резко. Von der Suche nach dem Weg. Auf der Jagd nach mehr und noch viel Вообще mehr. можно сюда и кат поставить. Tragen wir die Fragen vor uns her. Von der Suche nach dem Weg. Auf der Jagd nach mehr und noch viel mehr. Да, это уже перебор. Tragen wir die Fragen vor uns her. Wie ist der Plan? Von der Suche nach dem Weg. Хорошо. И теперь я еще ему подрежу нижнюю серединку, чтобы его еще отдалить. Von der Suche nach dem Weg. Auf der Jagd. Ну, верх пока не трогаем. Вокал достаточно неровный. То есть, если в куплете она поет тесситурно достаточно низко, да, то в припеве она поднимается в свой верхний диапазон, и там очень явно становится слышна вторая форманта, достаточно такой резкий звук, академический вокал. Для того, чтобы нам это выровнять, мы воспользуемся мультибенд-компрессором. Вот посмотрите, как он в припеве звучит. Wir sind doch mehr als nur geboren. Очень резко, да? А мы попробуем смягчить вот эту вторую форманту. Вторая форманта у женщин – это диапазон 3-3,5 кГц. Поэтому если мы возьмем мультибенд, одну полосу, и подожмем ему вот эти 3 кГц, Wir sind doch mehr als nur geboren. Sind so viel mehr als Blut und Staub. за счет порога. Was auch. Wir sind doch mehr. Ну вот, сразу же мягче стало. Wir sind doch mehr. Wir sind doch mehr als nur geboren. Sind so viel mehr als Blut und Staub. Was auch geschieht. Wir sind doch mehr. Ну и хорошо, когда этот мультибенд не будет работать в нижнем регистре. Überall, wo Работает. ich sehe, Тогда сделаем порог выше. sind die Narben von der Suche nach dem Weg. Auf der Jagd Увеличим рейндж. nach mehr und noch viel mehr. Tragen wir die Fragen vor uns her. Вот так. Wir sind doch mehr als nur Ну, рейндж можно меньше. geboren. Sind so viel mehr als Blut und Staub. Так. Was auch geschieht. Wir Хорошо. sind nie fern. И теперь компрессия. Ну, как я вижу свою задачу вот в отношении этого трека по отношению к вокалисту?
Мне бы хотелось выделить максимально артикуляцию и читаемость вокала, да, с одной стороны, а с другой стороны чуть-чуть уменьшить разницу в динамике между куплетом и припевом. Для этого я воспользуюсь компрессором с достаточно медленной атакой, где-нибудь там 10-15 миллисекунд, который позволит выделить согласные и таким образом выделить артикуляцию. Так, ratio к 4 подойдет, атака сделаем, скажем, 12-13 миллисекунд, релиз 200, нет, 50-60. И теперь я сильно опущу порог, чтобы мы слышали, что он делает на самом деле. Так, автогейн отключаем. Wir sind doch mehr als nur geboren, sind überall, wohin ich sehe, überall, wohin ich sehe. Ну, где-то 4. Überall, wohin ich sehe, überall, wohin ich sehe, überall, wohin ich sehe. 4 много. Überall, wohin ich sehe, überall, wohin ich sehe, überall, wohin ich sehe, überall, wohin ich sehe, Не очень заметно. überall, überall, wohin ich sehe, überall, wohin ich sehe. То есть как бы все вот эти согласные, они выделились, и сейчас они звучат более четко, ясно и понятно. Еще раз, чистый вокал без плагинов и чистый вокал с плагинами. Überall, wohin ich sehe, überall, wohin ich sehe, sind die Narben von der Suche nach dem Weg, auf der Jagd nach mehr und noch viel mehr. Tragen wir die Fragen vor uns her. Wie ist der Plan? Warum sind wir hier? Was soll ich? Wie ist der Plan? Warum sind wir hier? Was soll ich sein? Wir sind doch mehr als nur geboren, sind so viel mehr als Blut und Stahl, sind so viel mehr. Ну, по сути, мы усадили вокал в микс, утрировали немножко артикуляцию, то есть она стала ярче, и вокал чуть-чуть отдалился, сел как бы в глубину микса. Да? Хорошо, пока лид-вокал оставляем, теперь давайте перейдем к бэкам. Значит, бэки здесь очень интересные, давайте я немножко расскажу о них, потому что здесь, смотрите, здесь есть первое, бэк-вокал, который, в общем-то, наверное, он в основном является ответами. Ну, давайте все вместе я поставлю, чтобы вам хотя бы познакомиться с вокалом. Als nur geboren, sind so viel mehr als Blut und Stahl. Sieh doch, hör doch, was auch geschieht. Wir sind nie verloren, Wahrheit überall um uns. По сути, тут есть группа бэк-вокала. Это, по сути, ответы и какие-то контрапункты. Вот они. Sieh doch, hör doch, Wahrheit überall. Viel mehr als Blut und Staub. Sieh doch, hör doch.
это студийная запись, студийный бэк-вокал. То есть вокалисты пропели вот эти 4 дорожки. Ну, собственно, вот и все, да? А теперь вторая группа — это хор «Ближний план». Здесь есть у нас, ну, картошки-тянучки. Тоже студийная запись, но запись ансамбля. То есть не писались каждый вокалист отдельно. Это общая стереопара. И еще отдельно. Альт, тенор, сопрано, каждый голос отдельно стоял микрофон, но в целом писались они одновременно. И вот эта вертикаль, она тоже самая, точно так же она записана. sind doch mehr als nur geboren. Вот. А еще здесь есть очень хорошие дорожки. Это запись в концертном зале. Это не студийная запись, это запись из зала. Прекрасный, уже хороший объем. И, по-моему, по голосам здесь побольше. Здесь прямо хор такой писался, а не просто по одному человеку. А получается, вот эти «ни», они просто только подкрепляют хор. Ну вот давайте сначала разберемся с ответами. Они ответы, они очень энергичные, да, то есть если у нас очень певучий и ровный хор, и они записаны очень близко. Если хор у нас далеко, мы слышим, что он прям вот с таким живым, хорошим объемом, то здесь этого объема нет, потому что это каждый человек писался отдельно на один микрофон. Поэтому нам нужно, первое, во-первых, их опять же отдалить. По сути, это такая же эквализация, как мы делали на лиде, может быть, даже еще больше. Ну, то есть все-таки, наверное, это будет тоже более ближний план. Первое, что нам их нужно, опять же, отдалить, да? Значит, мы, соответственно, режем им низ и режем нижнюю серединку, так же, как мы делали на лид-вокале. Ну, смотрите, вот на хоре, который с дальним планом, мы практически верха не слышим, да, то есть, чтобы мне также отдалить бэк-вокал, я должен, по идее, по логике, сейчас обрезать верх, думаю, достаточно радикально, чтобы они сели в тот же план, что и дальний план хора. Но мы их оставим все-таки чуть ближе, поэтому верх я, может, чуть подрежу, а может быть и нет. Пока чуть-чуть сделаем. Второе, мне от них хочется энергетики. Мне хочется, чтобы вот эти акценты «тада», «тада», чтобы они звучали очень жестко и энергично, да, как будто люди стояли, потом там вырвались «тадам», «тадам». Вот. Для этого я сделаю компрессии сюда. С очень медленной атакой. То есть я сейчас буду ее подбирать, я пока сам не знаю, какая она будет. Но точно будет пока порог очень низкий, рейшио большое. И теперь подбираем атаку. Пока они не начнут пинать звук и толкать его в микрофон. Sieh doch, hör doch. Sieh doch, hör doch.
Посмотрим, как на других фразах будет вести себя компрессор. Viel mehr als Blut und Staub. То же самое. Viel mehr als Blut und Staub. Порезано. Sieh doch, hör doch, Это байпас. was auch geschieht. Viel mehr als Blut und Staub. Sieh doch, hör doch, was auch geschieht. И все равно они тяжеловато звучат, значит, надо низ еще на них подрезать, наверное. Viel mehr als Blut und Staub. Теперь по голосоведению. Низкие голоса, в принципе, мне нравятся, как звучат. Viel mehr als Послушаем их отдельно. Так, вот сюда. Четвертого нет. Sieh doch, hör doch. Sieh doch, hör doch. Sieh doch, hör doch. Sieh doch, hör doch. Ну, может быть, вот этот на -2. Sieh doch, hör doch. Так, а вот здесь что у нас получится? Sieh doch, hör doch. Еще один добавляется низкий. Sieh doch, hör doch. Sieh doch, hör doch. Sieh doch, hör doch. Was auch geschieht. Sieh doch, hör doch. Was Ну и вот что у нас в конечном счете получилось. То есть достаточно радикально отрезан низ, вырезана нижняя середина на 9, и все-таки чуть-чуть шелфом я поджал вверх. Компрессия на выделение толчка — это 100 миллисекунд у меня получилось для этого компрессора, а релиз 60. Ну и звучит это, соответственно, вот так. Sieh doch, hör doch. Sieh doch, hör doch. Sieh doch, hör doch. Ну, поскольку это ответы, я отвел их чуть-чуть левее сейчас. Они сейчас у меня сужены по панораме и стоят где-то на 30 градусов налево. Все вместе это будет вот так. Но поскольку у нас пока хоры еще не сделаны, ни ближний, ни средний план, то это все немножко грубовато звучит. Ну вот так сейчас посмотрим. Вот так, может быть, получится. Маловато их будет. Ну вот, думаю, на этом на сегодня все. Мы достаточно хорошо поработали. В следующем видео будем продолжать работу над вокалом. Посмотрим, что у нас в конечном счете получится. Всем пока, всем хороших миксов.